Здорово, народ. Наконец-то мне прислали визор для шлема Simpson. Завезли их во всем известный магазин. Там заказал. Я уже думал через Dex заказывать с Германии. Но он там стоил порядка 10-11 тысяч. А тут и подешевле, и выгодней. В общем, заказал черный, как хотел. Так что надо сейчас доехать до гаража, взять шлем, попробовать его примерить. Потому что, прозрачно реально вообще не в кассу. Едем, пробуем. И потестируем сегодня. А перед тем, как мы займемся с вами шлемом, я решил заехать в Potato сервис и забрать Victory. Потому что позвонил мне Леха и сказал, что все хотелки, которые я хотел бы реализовать на мотоцикле, у него сейчас делать не получится ввиду отсутствия определенного оборудования, которое он заказал. Поэтому едем в сервис и забираем Victory. Сейчас вы видите, как Леха полоснул мой мотоцикл и продувает его, потому что мотоцикл всегда нужно отдавать чистым. Правильно? Ну что, прямое включение. Забираем в очередной раз Victory из Potato на некоторое время. Немного его недообслужили, но ничего, приедут некие аксессуары для сервиса, и мы его доделаем. Не буду говорить, что. Но это ничего критичного, просто где-то надо болтики поменять. Ну, вернее, как поменять. Они выпали, просто их надо вытащить, поставить. Чуть позже пригоню, и Леха все доделает. Так что сейчас будем кататься на Victory и кайфовать. Ну что я могу сказать? Victory — это определенно отличающийся кайф от других мотиков. Этот мотик очень хорошо управляется, очень круто управляется. Если вы научились кататься на тяжелом мотоцикле, то это очень кайфовый и управляемый байк. Я, конечно, не готов был сегодня забирать этот мотоцикл, поэтому, как можете посмотреть на мой экип, это шорты и футболка. Но, тем не менее, надо перегнать мотик сегодня из сервиса к себе и заодно немножко покайфовать. Сейчас приедем до гаража, упакуем Victory, припаркуем Victory и будем пробовать примерять новый визор для шлема Simpson Venom. Так, ну что, добрались наконец до шлема. Я его тут чуть-чуть забрендировал, потому что этот шлем у меня только для того, чтобы кататься на Harley. Визор сейчас будем распечатывать и будем примерять. Да. Так. Сейчас попробую закрепить телефон. И попробуем с вами вместе распечатать. Так, я думаю, снимем на очки. Это будет гораздо удобнее. Двигаем кресло. Присаживаемся. И начинаем. Так. Достанем. Так. Ну, вроде бы не сильно темный. Вроде бы отсюда. Сейчас попробуем разобраться, как он снимается. Буду делать это первый раз. Так. Это вниз двигается. И все. Теперь с этой стороны. Вниз. Пазик. И просто, по идее, на себя. Осторожней. Пока не сложно. Вопрос теперь, как установить этот. Так. Не так-то просто. В общем, я посмотрел на ютубе, как это делается.
То есть, по идее, сначала оттягивается ремешок и должен сначала попасть вот этот паз. Его надо как-то вставить сначала, потом средний. Они должны попасть. А потом... Почему? Что не так-то? Визор поднять. О, вроде бы попал. Куда-то. О. Неужели? Так. Вроде бы прикольно. Так. Торжественный момент. Класс. Ну вот. Совсем другое дело. Осталось теперь протестировать на мотоцикле. Я думаю, сейчас посмотрим, насколько хороший оптический эффект у этого визора. Ну что могу сказать? Визор прикольный. Я одел шлем, и мне кажется, он очень хорошего качества. То есть он вроде бы выглядит черным, но нет такого ощущения, что прям ты его закрываешь и плохо видно. В нем видно прям, вот мне кажется, чуть-чуть темнее, чем без него. Надо, конечно, попробовать именно на мотоцикле, именно ночью прокатиться. Но первое впечатление и первое ощущение, которое я получил, закрыв этот визор, одев этот шлем, все очень классно видно, не сильно темно. Класс, надо тестить. Может быть, сегодня прокачусь и попробую. Так что, ну чё, будем тестировать. Так, ну что, народ, выехал я с новым визором в ночное время суток по городу, чтобы оценить качество. Ну, хочу сказать, когда город освещен, в принципе, какого-то сильного дискомфорта нет. Все видно. Да, конечно, в прозрачном визоре видно гораздо лучше. Ну, так, в принципе, тоже терпимо, комфортно и можно кататься. Как же Харлей не любит мокрую дорогу? Начинает сразу закидывать вот эту всю грязную воду тебе на спину, на ноги и сам на себя. Ну что делать? Так, легкая передышка, красный цвет, 35 секунд. В общем, резюме по шлему. Темный визор в ночное время суток по городу вообще, в принципе, годная вещь. Не так сильно и не критически это все затемняется, и кататься можно. Ну, понятное дело, с прозрачным визором это полнейший комфорт, идеальный. Ну, что делать? Если вдруг какая-то ситуация случится так, что придется кататься в темное время суток с темным визором по городу, то это не критично. Визор вполне хорошего качества. Так, ну что, пора делать выводы. Прокатился я в этом шлеме ночью. Оптический эффект, в принципе, нормальный. То есть по городу едешь, опускаешь визор, если город освещен, фонари, все достаточно видно. Да, конечно, не как-то прозрачно, но это, в принципе, логично. Ну, терпимо, по кайфу, даже, в принципе, в ночное время суток можно ездить в этом шлеме с таким визором. Отлично. Для сравнения, как я уже ранее говорил, у меня есть вот шлем Arai. Был у меня зеркальный визор.
вот этот. Но момент такой, протер я его салфеточкой влажной, и зеркальное напыление начало стираться. Очень обидно, визор оригинальный, дорогой. И теперь вот перед глазами, когда одеваешь этот визор, вот такое пятно. Ну, неприятно, очень неприятно. Попробовал заказать, это не оригинальный визор, купил я его, ну, мне кажется, там через Озон можно заказать. Не сильно отличаются, кстати, от оптический эффект вот на этом шлеме, вот от этого. Ну, здесь может быть чуть-чуть вот потемнее, ну, не критично, нормально, через него видно, все отлично. Могу только отметить, что у оригинального визора Arai вот эти вот исполнение вот этих вот надбровных вентиляционных отверстий, конечно, лучше. То есть здесь они четко открываются, закрываются, все работает гораздо четче. У неоригинального здесь, конечно, есть некие косячки, но в принципе это не критично. За эти деньги, то есть сейчас я даже не знаю, сколько оригинальный визор для Arai стоит, там 10, 15, 20 тысяч, если так вот заказывать, какой-нибудь там зеркальный. А этот обошелся мне там, я не помню, ну, я, наверное, переплатил, я его на Авито купил, там где-то 3500 я отдал. А так на Озоне, мне кажется, то же самое, можно купить там за 1500 или там за 2000 рублей, в принципе, будет то же самое. Так что must have, ездил я в нем ночью, по городу. Ну да, есть моменты, но, в принципе, можно кататься, ничего критичного. Вернемся к этому шлему. В общем, тот эффект, которого хотел добиться, я добился. Шлем выглядит теперь как должен выглядеть. Все. Если будут какие-то вопросы, можете написать комментарии. Если подпишетесь, буду благодарен. Вы поможете развитию канала. Он небольшой, но здесь мы делимся. У нас больше такой контент не развлекательный, а я делюсь тем опытом, который сам получаю, потому что когда сам занимался выбором экипировки, пообщаться было особо не с кем, протестировать и мнение услышать не всегда получалось. И такое, которое, допустим, там хотел найти по какой-то кипу. Но здесь все, что покупаю, все, что пробую, тестирую, рассказываю и делюсь своим мнением. Если оно кому-то будет близко, я буду только рад. Так что все, всем пока. Если что, пишите, ставьте лайк, поможете развитию канала. Все, пока.